Доброго времени суток, уважаемые зрители! Одним из моих самых ранних детских воспоминаний является поездка в Алма-Ата в 1989 году. В условиях тотального дефицита моей маме и бабушке пришлось туда ехать из Алтайского края, чтобы купить мягкую мебель, а на оставшиеся деньги – проигрыватель с усилителем и колонками. Я шлифовщицей на заводе получала 200 рублей. Старалась всех кругом подменять, кто в отпуск, кто заболел, чтобы собрать энную сумму на мебель. В нашем Барнауле в то время не было в магазинах мебели. Я услышала, что можно съездить в Алма-Ата и купить. Я села и поехала. Купила, в комплекте там было диван, 2 кресла, журнальный столик. Это все стоило 700 с небольшим. Но в то время не было контейнеров свободных в транспортной. Мы уехали, увезли с собой только то, что купили на оставшиеся деньги: сапоги, проигрыватель. А мебель всю потом погрузил двоюродный мне брат в контейнер. Загрузили, отправили. С тех самых пор он у нас в семье. И именно эта случайная покупка положила начало моему увлечению музыкой и коллекционированию грамм-пластинок. Вот он, в том же самом столике с отсеками для хранения грамм-пластинок. Для меня он самый лучший, благодаря своей простоте как в удобстве использования, так и в ремонте, хотя за всю жизнь в нем никаких поломок и не происходило, не считая замены игл. Его выпускал Бердский радиозавод с 1984 по 1990 год. Приобрести его можно было как отдельно, без так называемых допов, за 159 рублей. В этом случае звук можно было бы прослушивать, например, через наушники. Но поскольку он без собственного усилителя и динамиков, то в комплекте с ним можно было приобрести усилитель плюс колонки, что, собственно, и сделали в нашей семье. Совсем уж шиком было бы собрать комплекс еще и с магнитофоном Вега или его аналогом Марионом, что удорожало бы стоимость аж на 500 рублей. Итого комплекс бы вам обошелся почти в 1000 рублей. Подробнее об этих допах в другой раз. А проигрывателей же было выпущено огромное количество. Я снова вижу тебя, я снова вижу во сне, я все же верю, что ты вернешься вновь ко мне. Также параллельно с ними выпускалась еще и упрощенная 120-я модель, отличавшаяся лишь отсутствием усилителя для наушников. При желании, впоследствии, его можно было установить за дополнительные деньги, обратившись в радиомастерскую. В этот проигрыватель его как раз впоследствии и установили.
сложившейся у завода традиции кооперации с социалистическими странами, в них устанавливали проигрыватель Unitra 602 модели, выпускаемой Польской Народной Республикой. Он имеет две скорости воспроизведения 33 и 45 оборотов в минуту, стробоскоп и регулятор для подстройки скорости вращения диска, светодиодную индикацию включенной скорости, а также включение автостопа. Есть микролифт Тонарма, и петли у крышки демпфированы, что позволяло ей плавно закрываться. Во многих аппаратах проигрыватели для амортизации вибраций подвешивали на пружинах. Тут же сам корпус стоит на специальных амортизирующих ножках. Проигрыватели ранних годов выпуска имели высокую лампу стробоскопа, впоследствии она уменьшилась, несколько другой Тонарм с системой противовесов и антискейтинга. У экземпляров последних годов выпуска изначально деревянный корпус стал пластиковым. Златоухие люди даже слышат разницу в звучании аппаратов с разными корпусами. По крайней мере, они в это верят. Лично у меня при эксплуатации возникла только одна сложность. Так как Тонарм имеет ограничение радиуса поворота, то это приводит к невозможности проигрывания миниатюрных пластинок. Тонарм стопорится, и игла заедает в одном месте пластинки. Диапазон воспроизводимых частот от 31,5 до 16 тысяч Гц, а потребляемая от сети мощность всего 10 Вт, а вес 9,5 кг. Кнопки переключения режимов не простые, а квазисенсорные. Звучит замудренно, а на самом деле приставка «квази» означает, что они без фиксации в нажатом положении. По типу современных пультов дистанционного управления, нажимаются очень мягко. По прошествии многих лет с момента выпуска и у этих проигрывателей, естественно, возникают проблемы. Растягивается пасек, ломаются петли, и еще из них вытекает демпфирующая жидкость. Из-за этого крышка, падая, может сломаться, и разные другие мелочи. Но все легко поддается ремонту. Специально для этого выпуска были восстановлены все имеющиеся у меня проигрыватели этой модели, и никаких сложностей это не доставило, вне зависимости от исходного состояния, а у некоторых оно было прям плачевное. Снова гость у моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит со свиданием. Вроде бы откуда новая посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный, и не их это вина, некого винить. Тот был первый гордым, правильным был твердым, ну да Бог ему судья, да был бы жив. Сквер листву меняет, дочка подрастает, и пустяк, что не наточены ножи. Пахнет наволочка снегом, где-то капает вода, плащ
в углу висит. На Москву упало небо и зеленая звезда позднего такси. Далеко до сходни не уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи. Ах, как спится утром зимним, на ветру фонарь скулит, желтая дыра. Фонарю приснились ливни, вот теперь он и не спит, все скрипит, пора, пора, пора. Свет сольется в щелку, дверь тихонько щелкнет, лифт послушно отсчитает этажи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи.